Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы будем с вами делать коррекцию для моей мамы. Мама у меня занималась садово-огородными работами, снесла в огороде 2 указательных пальца, наверное, вырастут пальцевые деревья. Но несмотря на то, что они там у нас вырастут в следующем году и заколосятся, мы сегодня будем делать ей коррекцию. В качестве коррекции мы, как обычно, будем поднимать ее вниз, клюнувшие ногти, потому что этим нам нужно заниматься на каждой маминой коррекции. Поэтому, как обычно, снимаем старое покрытие, убираем материал, наносим праймер, базовый гель и заново перекладываем архитектуру. Поскольку садово-огородные работы у нас закончены не окончательно, мы убрали длину настолько, насколько отросло. Поэтому ноготки у моей мамы в этот раз будут довольно-таки короткие. Да-да, для моей мамы вот эта длина, это довольно коротко. Обычно мы с ней носим где-то в районе 5 и радуемся такому размеру. И пока вы, конечно же, забыли, я вам обязательно напомню о том, что поставить лайк этому ролику вам совершенно несложно, а мне, конечно же, будет безумно приятно. И если вы захотите пообщаться со мной в комментариях, вы с большим удовольствием можете это сделать, потому что отвечаю я на все ваши комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их, конечно же, можете мне задать. Но заранее отвечаю на тот вопрос, почему же у меня на 2 пальчиках надеты резиновые штучки. Это не потому, что я решила заниматься маникюром и предохраняться. Нет, я все так же рискую и занимаюсь непредохраненным маникюром. Эти резиновые изделия защищают моих скелетов, потому что скелеты у меня нарисованы сверху на покрытии, и если я их хотя бы разочек зацеплю пилочкой, то я их нафиг поспиливаю, а мне их жалко, они мне очень нравятся. Поэтому на время выполнения всяких разных опильных работ я надела на себя вот такие вот изделия номер 1. Блин, по-моему, изделие номер 1 это галоши, а не презервативы. А ну, кто мне напомнит в комментариях? После того, как у нас выполнено все моделирование, после того, как мы накидали материал, как у нас накидался, как обычно мы это делаем, переходим к опилу. Изначально все излишки материала, которые мы видим и которые нас бесят, мы снимаем при помощи фрезера. А бесят нас они сильно, потому что мама до того, как положить руку в лампу, она ее еще полчаса рассматривает. Ну, это уже привычка моей мамы, ничего с этим не сделаешь. Но, тем не менее, материал за это время растекается кто куда, и ногти утекают. Поэтому все попытавшиеся сбежать молекулы маникюрного покрытия мы изначально спиливаем фрезой, а потом допиливаем пилкой. Схема опила, кстати, есть на канале, очень интересная, очень безумно подробно рассказанная, поэтому если вы еще не видели, обязательно посмотрите, это очень ценно и полезно для любого мастера. Ну, а теперь непосредственно покрытие.
Итак, мы решили поиграться с цветами осенней коллекции Pantone. То есть Pantone нам рекомендовал, что этой осенью очень-очень ценные, очень-очень трендовые будут именно вот такие вот цвета. По версии Pantone вот этот вот оттенок называется Lark. Такой себе аутентичный и сдержанный светло-коричневый универсальный хаки. Ну, на мой взгляд, это такой слегка себе желто-оливковый зеленый. На взгляд моей мамы это чистый горчичный, поэтому как вы этот цвет не назовете, он от этого оттенок не поменяет. На самом деле цвет сам по себе очень сложный. В самостоятельном покрытии этот цвет вряд ли будет смотреться. Его обязательно нужно будет доигрывать какими-то другими цветами. Но самое интересное, очень хорошо этот цвет будет доигрываться всеми оттенками сине-голубой гаммы. И, кстати, сочетание зеленых цветов сюда тоже ложится как к себе домой. Поэтому, зная все вот эти вот нюансы, мы решили на этот цвет сделать ситцевый принт. Мы его содрали с тканюшечки, взяли вот эти вот меленькие ситцевые цветочки и нарисовали их на наши ногти. Начали с того, что сначала раскидали стволы, на которых растут наши цветочки. Потом добавили для них листиков. Потом добавили тени нашим листикам и непосредственно сами цветочки. Кстати, калькулятор цвета, который привязанный у нас в магазине, предлагает этот цвет сочетать еще с фиолетовой гаммой. Тоже будет довольно-таки симпатично, но этим я займусь, наверное, в следующий раз. Мне очень интересно, как будет выглядеть вот этот вот оттенок в сочетании со всякими разными сиреневыми оттенками. Ну и в целом, когда начинаешь добавлять цвета в этот фон, фон играет уже совершенно по-другому. Он становится очень благородным, очень интересно выглядит. Вот действительно такой цвет, который благодарно относится к любой росписи. Роспись в данном случае у нас минималистичная, очень мелкая, но ее довольно много. В общем, как всегда, минимализм в моем стиле. Мелкие маленькие элементы, но в большом количестве. Вот обратите внимание, первый уровень цветочка я сделала светло-сиреневым и очень красиво, симпатично смотрится, но потом голубой оттенок забил этот сиреневый, и получилось, что сочетается больше с голубым цветом наш фон. Но если вы мне напомните, то я постараюсь сделать этот цвет чисто с сиреневым сочетанием, с многим количеством сиреневых оттенков. Думаю, будет потрясающе красиво. Итак, мы наносим подмалевки под наши цветочки, потом более темным оттенком сиреневого цвета прокладываем им тени и голубым оттенком рисуем передние лепесточки. Кстати, и сиреневый, и голубой цвет это тоже из палитры Pantone. Они тоже будут довольно-таки популярны в этом сезоне. Во всяком случае, королевский синий точно будет популярен, но мы его разбелили с белым, и, наверное, это все-таки не тот оттенок, о котором говорил Pantone. Но и не важно, красиво же получается, значит, будет популярным этот цвет в этом сезоне. Итак, основная идея дизайна у нас готова, но у нас осталось очень много пустого места. Я не люблю, когда в дизайне так много пустого пространства, поэтому мы добавляем точечки. Сначала светло-голубым оттенком, а потом сверху финиша еще немножечко белых точечек прокинем. Подчеркнем наши цветочки белой красочкой тоже по краям лепесточков для того, чтобы подчеркнуть объем. И у нас получится очень красивый, очень нежный дизайн ногтей.
Итак, вот такой вот дизайн у нас получился. Например, мне безумно нравится, как в сочетании с дизайном смотрится этот оттенок. Очень свежо и оригинально. А вам понравилась такая идея? На сегодня у меня для вас все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк. Всем пока!